Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. У нас прошел циклон Фрэнсис, и мы едем на дачу. У нас предыдущие 2 дня сначала тяжелая техника чистила вот эту дорогу через лес, ну и по самому товариществу дачному тоже. А потом на следующий день еще трактор с отвалом тоже подчищал, делал карманы, разъезды. И вот мы едем проверить. На самом деле мы были на даче 4 дня назад. И все там снег почистили, все хорошо было. Вот. Но после вот этого снегопада, циклона, я села на переднее сиденье вместе с Трейси. Мне очень неудобно, потому что она огромная же, и ноги особо некуда девать. Но чего только не сделаешь ради того, чтобы нормально снять видео. Лес, конечно, чудесный у нас вообще. И зимой, и летом всегда прекрасно выглядит. Особенно вот эти деревья, которые нависают, как арка. Проезжаешь, просто красота. Сейчас надо будет разъехаться с машиной. Я планшет уберу, потому что нам надо отъехать назад. А муж смотрел в зеркало заднего вида, боковое. И мне пришлось планшет убрать. Я ему закрывала обзор. Короче, едем на дачу, и сейчас посмотрим, что у нас там вообще произошло. Вот подъехали, муж расчищает хотя бы, чтобы место поставить, потому что нам карман сделали, но там маловато он, и надо нормально подчистить. Вот он этим занимается. Ну и дорожку хотя бы к калитке прокопать, вот, чтобы можно было пойти открыть. Мы сегодня специально поехали чуть пораньше. Так-то мы постоянно приезжаем на дачу. Но мы приезжаем в 5 вечера, когда уже темновато. А сегодня поехали в 3 специально, чтобы я что-то могла снять. Потому что, когда дачный сезон закончился, так я и никаких видео не выкладывала. Ну, вот интересно же некоторым, а что на даче творится-то вообще? Трейс, ты где? А вот она, красотка. Многие за всю зиму ни разу не приезжают на дачу. Но так как нам ехать-то минут 15-20, то мы часто приезжаем. Во-первых, в новогодние вот эти каникулы постоянно стреляют в городе, петарды всякие пускают. Поэтому Трейси у нас боится. Поэтому, чтобы она спокойно погуляла, мы едем на дачу хотя бы в выходные. Очень много снега навалило, при том, что только за неделю до Нового года начался снегопады, начался снег. Смотрите, как дугой загнулась арка, и у меня куст жасмина. Прямо целая арка получилась. Много снега получилось. Это вот, смотрите, вот здесь мы чистили 4 дня назад. Это где-то полметра снега нападало. Трейси слушает, там собаки гавкают, ходит поглядывать. Но ей там ничего не видно, потому что мы же прикрепили там снизу резинку под воротами, чтобы она морду не высовывала. Потому что ее летом покусали собаки чужие за морду. Теплицы пока не будем чистить, может, само отвалится. Ну, посмотрим там. Ну, вообще к ним еще и пробраться надо. Но мы не будем, потому что, как мой муж чистит, так поликарбонат весь портит. Он лопатой оттуда сгребает. На веранде, вот здесь вот на крыше, мы в прошлый раз, 4 дня назад, скинул муж весь снег. И за этот циклон на него ничего не попало, потому что был ветер очень сильный и сдувало. А вот на задней части дома, на вот этой пристройке, он не счищал, поэтому решил вот сегодня счистить, чтобы там все-таки поменьше было. Ну, в любом случае этим надо заниматься. Ты что, думаешь, в YouTube выложишь? Да. Здесь только лесенка, когда подо мной развалится. А так не дождешься. Почему-то он думает, что я жду, когда он упадет, чтобы интересный кадр получился. А я наоборот, надеюсь, что он не упадет. Трейси так вообще все равно взяла, отвернулась и не смотрит. Шиш тебе. Ну и отлично, шиш так шиш. А я хотела вам, я никогда не показывала у нас внутри чего. Но в дом я не пойду, мы его даже не открывали сегодня. А вот на веранде у нас, конечно, тут, как всегда, зимний беспорядок, потому что мы, как вот закончился сезон, так и особо поленились
убрать все, порядок навести. Но весной, когда теплая погода, все-таки приятнее что-то делать, когда без отопления. Здесь веранда размером 4 на 5 метров, то есть 20 квадратных метров. Большой стол, ну, на самом деле там просто дверь ровненькая такая вместо столешницы. Внизу там бревна какие-то. Стол просто. Чисто для пользования. Здесь вот скамейку мы делали с мужем, чтобы вдоль стола можно было сидеть. Ну и а с другой стороны табуреточки. Но сейчас они вот здесь вот на этой скамейке. Я там травы сушила, лук сушила, вот использую вот это. У нас гостей не так много приходит, особенно после пандемии. Как-то вот перестали люди приходить, потом ну, как-то вот так вот. Короче, бардак. Но я хочу сказать, мне соседка давала горчицы семена, осенью очень советовала посадить. Я не посадила, но и мыши их почему-то не едят. Надо это иметь в виду. Уже совсем стемнело, мы уже вышли, машину завели, прогреваем, чтобы ехать домой. Тресси соседские участки проверяет, кто был, кто не был. Тут вот напротив того места, где она стоит, там тоже собака есть. Какой-то, ну, овчарка, не овчарка. Но покупали как овчарку, а вышла не овчарка. Поехали домой, Тресси. На улице тоже надо обязательно пометить, чтобы все знали, что здесь она, что здесь ее участок рядышком. Она тут хозяйка. Обратно едем уже с дальним светом. Ну, конечно, если встречные машины, то выключаем. Но не встретился никто. Если вам понравилось такое видео, экскурсия по даче, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.